Историки и археологи искали этот город более 100 лет и не могли найти. О нем писали все античные исследователи – Тит Ливий, Диодор Сицилийский, Плиний Старший и Клавдий Птолемей. Но он неумолимо ускользал от нас вплоть до 2000-х годов. В 2022 году болгарские историки нашли каменные надписи, датированные 308 годом нашей эры, где император Галерий и цезарь Максимин Дая обращались к гераклийцам в ответ на просьбу восстановить потерянные права их города. Город был связующим звеном между югом и севером, побережьем Эгейского моря и Балканским полуостровом, Македонией и Фракией. Его население составляло 40-50 тысяч человек. В городе была демократическая форма правления, которая перенеслась и в более поздние эпохи. Первыми жителями города было фракийское племя Синти около 1300-1200 годов до нашей эры, которое и дало название городу. А когда македонский властитель Филипп II захватил Синтику, то прибавил к его названию слово «Геракл», поскольку верил, что его род происходил от этого мифического героя. Во время правления Филиппа II Македонского Гераклея была одной из резиденций македонских царей. Предполагается, что именно отсюда юный Александр Македонский начинал свои первые знаменитые походы. А потом городом завладели римляне. Подумывая разрушить его, они обнаружили в нем термальные источники и решили использовать, немного перестроив. И развитую систему канализации и водоотведения мы можем увидеть здесь и сейчас. Откопанные захоронения рассказывают нам историю местных жителей и порой весьма драматичную. А еще обрушенные стихии идеально отполированные колонны. Их капители в форме звериных морд и причудливых растительных узоров. Последние сделаны так виртуозно, что уже неудивительно, почему в городе было найдено целых 6 мастерских по обработке камня. Его, очевидно, умели обрабатывать очень искусно, и ремесло это весьма ценилось. Мрамор был не местным, таких сортов мрамора в Болгарии никогда не было. А вот откуда его привозили, до сих пор загадка. Возможно, что перевозили мрамор по реке Струме, русло которой сейчас здесь совсем обмелело, но когда-то, видимо, было полноводным. Статуя императора уже смиренно взирает на то, что осталось от города, пока обезглавленная, потому что голову археологам так и не удалось найти. Верхние ряды у подножия холма – это мелкие лавочки и магазины, которые чередуются со святилищами местных богов. Нужно было принести им жертвы, чтобы торговля шла бойко и деньги текли рекой. Самая внушительная из них с остатками настенных росписей принадлежит Немезиде, богине возмездия. В качестве римского поселения Гераклея Синтика существовала до времен императора Юстиниана Великого, а затем, после очередного нашествия варваров, город потерял привлекательность для обитателей этих мест, и люди стали переселяться в город Санданский. Что на самом деле заставило их покинуть его, для нас до сих пор загадка, ведь размах города настолько велик, что внутри подпирающего город холма с помощью спутникового сканирования археологи обнаружили амфитеатр. Будет ли он когда-нибудь раскопан, и станет ли для нас понятной та сила, которая сокрушила величие Гераклеи, кто знает. Но, видимо, о нем говорила известная болгарская прорицательница Ванга, которая рассказывала и о городе, раскинувшемся здесь, у подножия вулкана Кожух, и о его стремительном падении из-за извержения вулкана, и даже о том, как выглядели люди, которые тут жили. О чем еще говорила Ванга, смотрите в следующем ролике, который скоро выйдет на нашем канале.